Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. И сегодня я хочу вам предложить связать спицами вот такой очаровательный нежный джемпер из пряжи, немного такой пушистый, волнующий, женственный и нежный. Такой чудо-джемпер вяжется очень просто, свободный крой. У нас все детали вяжутся снизу вверх и затем сшиваются. Если вам нравится эта модель, давайте я вам ее сейчас полистаю, приближу, чтобы вы рассмотрели детально элементы вязания. У этой модели очень необычный вырез горловины, его оформление особое. Сейчас я вам показываю. Смотрите, видите? Здесь идет полая резиночка и 4 ряда вязкой изнаночная гладь. И полая резиночкой заканчивается. И также то есть не видно. И также у нас по рукавчику такая планочка используется. И такая же планочка используется по низу изделия. В общем-то, это необычный такой элемент. Я бы сказала, это изюминка данной моделечки. Смотрите, я приблизила вам узор. Здесь очень хорошо это видно. Да? У нас идет перекрещивание петелек все время. И вот такая змеечка получается виляющая. Так, давайте далее посмотрим. Вот здесь тоже очень хорошо видно эту моделечку. Узор тоже очень хорошо виден. Вот такие змеечки у нас рельефные на фоне изнаночной глади получается. Крой очень свободный у модели, вы заметили. Это спинка. Спинки тоже, в общем-то. Скоса плеча здесь не обнаружила. Оката тоже я здесь не обнаружила. Все по прямой вяжется. У нас будет выкройка. Схему я нарисовала. Вот, посмотрите, здесь очень хорошо видно планочку. Начинается резиночкой 1 на 1, полая резиночка двойная. Вот, как ее связать, я вам дам ссылочку под видео. Смотрите, под видео есть ссылка на мастер-класс, как вязать эту резиночку. Вот, и затем у нас идут 4 ряда изнаночной глади. И только после этого мы переходим на вязание узора. Узор несложный. Как вы видите, очень свободный крой, но это опять-таки на любителя. Вы можете ширину изделия выбрать по-своему, не обязательно. Но в принципе очень вариант, который предлагает нам сам дизайнер этой модели, он очень приемлемый, очень интересный. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. И это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся, и вы никогда его больше не потеряете. Итак, сегодня пряжу я выбрала, девочки, такую, знаете, с небольшим содержанием мохера, слегка пушистую пряжу выбрала. Вы, конечно, можете выбрать ту пряжу, которая вам более понравилась, сходной толщины. И, в общем-то, сделать небольшой перерасчет под свою пряжу, под свои спицы. Но если вам эта модель приглянулась, если она вам понравилась, здесь очень хорошо видно планочка по рукавчику, как вяжется. Вот. Ну, в общем, девочки, вот здесь очень хорошо тоже видно. Планочка по рукавчику, да, видно, что полая резиночка и 4 ряда изнаночной глади. В общем, мои хорошие, если вам все понравилось, остаемся на канале и смотрим мастер-класс до конца. Выбор пряжи, спиц, мы вяжем образец узора, мы с вами делаем расчет плотности вязания, и затем на основе этого расчета мы с вами составляем инструкцию по вязанию. Я вам попетельно рассказываю,
сколько петель набрать, до какой высоты вязать, как распределить узоры. Вся инструкция будет в виде текста под видео. Итак, выбор пряжи. Для вязания этого джемпера я выбрала пряжу Naga Super Angora. Это пряжа с мохером. У нас вот такой состав: 10% мохер, 15% шерсть, 75% премиальная акрил. Это пряжа турецкого производства. Так, и давайте по метражу. Так, тут вот у нас цвет показан: 219, 100 грамм, 395 метров. Пряжа пушистая, мягкая. Я вязала из нее палантин, мягкий получается, приятный. И, в общем, вот так смотрится наш узор. Спицы мы используем 4. Вот так выглядит узор. За счет того, что мы делаем с вами вот такие вот зигзаги, видите, получается, за счет того, что мы перекрещиваем петельки, меняем их местами, получаются зигзаги. И вот такая получается пышнота на фоне изнаночной глади. Пышные такие зигзаги на фоне изнаночной глади. Такие полосочки. Так, ну и давайте я еще как альтернативу вам посоветую следующую пряжу. Как альтернативную. Вот такую пряжу хочу вам посоветовать, девочки. Это белорусская пряжа из фабрики Comtex. 50% акрил, 50% шерсть. Как альтернатива она будет, в принципе, такой же плотности получится у вас при вязании. Менее пушистая, но тоже очень мягкая. Цвет вы подберете свой. У нас 100 грамм 300 метров. Несмотря на то, что она чуть-чуть получается толще, но она будет, в принципе, также смотреться. Неплохо будет смотреться. Для данного джемпера подойдет. Эта пряжа тоньше. То есть, если хотите тоньше, то берите тоньше. Если хотите толще, чуть-чуть, то вот такая вот пряжа идеально вам тоже впишется. Она мягкая, не будет колоться. Итак, сейчас давайте посмотрим схему узора. Схема узора выглядит вот таким образом. Она просто наилегчайшая, наипростейшая. 4 ряда в высоту раппорт, 6 петель в ширину. Черточки у нас здесь горизонтальные и вертикальные. Вертикальная черточка — это лицевая традиционно, изнаночная горизонтальная черточка. Вот этот знак обозначает перекрещивание 2 петель налево. И вот этот знак обозначает перекрещивание 2 петель направо, то есть наоборот. Такая вот примитивная, в общем-то, схемочка. Итак, далее давайте посмотрим выкройку. Выкройка у нас вот так выглядит. Я приближаю ее. Здесь нет основных размеров. Все размеры будут в части в расчетной. Там я рисую конкретно поразмерно, объясняю ширину, длину изделия, сколько петель набираем, рисую вам схематично, как располагаются узоры, сколько раппортов у нас умещается на тот или иной размер. То есть все детали в расчетной части. Это 10-15 минут с конца видео. Там я все рассчитываю вам. Смотрите. После вязания образца расчетная часть идет. Так, ну и в общем-то то, что получается у нас вот такой текст. Вот такой текст, который я выкладываю, девочки, под видео. Это инструкция по вязанию. Почитайте сами. Я, конечно же, все это сейчас вам рассказывать не стану, зачитывать не стану. Вы сами имеете глазки, да? И сами все почитаете. Тем более мы детально все будем разбирать в сегодняшнем мастер-классе. А сейчас приступаем к вязанию образца узора. Для вязания образца я набрала 26 петель. Можно сделать симметрично, девочки, то есть вот эти 2 изнаночные сюда еще наперед включить. Но я не стала этого делать. Я сделала ровно
4 раппорта по 6 петель у нас раппорт. В высоту вяжется раппорт всего 4 ряда, поэтому, в общем-то, показывать здесь очень все просто и легко. Давайте свяжем с вами. Набираем 26 петель, вяжем первый ряд узора. Итак, вяжем первый ряд. Сняли кромочную и 2 петли первых перекрещиваем налево. Лицевая перед работой, вторая петля за работой будет изнаночной. Поменяли их местами, вяжем изнаночная, лицевая. Следующие 2 петли также перекрещиваем налево. Лицевая перед работой, вторая петля за работой. Вяжем вторую петлю, которая у нас теперь первой стала, изнаночной, лицевая. Далее вяжем 2 изнаночные. Раппорт связан. Второй раппорт вяжем точно так же. 2 петли перекрещиваем, меняем местами налево. Первая перед работой, вторая за работой. Вяжем изнаночная, лицевая. Следующие 2 петли также перекрещиваем налево. Меняем местами. Первая перед работой, вторая за работой. И вяжем изнаночная, лицевая. 2 изнаночные. Снова перекрещиваем 2 петли налево. Меняем местами первую и вторую петельку. Первая перед работой, вторая за работой. Вяжем изнаночная, лицевая. Снова перекрещиваем 2 петли налево. Изнаночная, лицевая. 2 изнаночные. И последний раппорт также делаем. Перекрещиваем 2 петли налево. Вяжем изнаночная, лицевая. И еще 2 петли налево перекрещиваем, меняем местами. Вяжем изнаночная, лицевая, 2 изнаночные. Кромочная, изнаночная. Связали первый ряд. Второй ряд вяжем, как смотрят петли. У нас с вами 3-й ряд. Вяжем. Сейчас будем наоборот делать. В 3-м ряду будем менять 2 петли направо, перекрещивать. Первая петля за работой, вторая перед работой. Поменяли, вяжем лицевая, изнаночная. Следующие 2 петли перекрещиваем также направо, меняем их местами. Сняли направо спицу, первая за работой, вторая перед работой. Поменяли, вяжем лицевая, изнаночная. 2 изнаночные. Все, раппорт связан. Он занимает у нас 6 петель. Второй раппорт также вяжем. Меняем первые 2 петли местами, перекрещиваем направо. Изнаночная за работой, лицевая перед. Вяжем лицевая, изнаночная. Следующие 2 петли также меняем местами, перекрещиваем направо. Первая за работой, вторая перед. Вяжем лицевая, изнаночная. 2 изнаночные. Следующий раппорт вяжем также. Перекрещиваем, меняем местами лицевую с изнаночной. Вяжем лицевая, изнаночная. Снова перекрещиваем, 2 петли направо. Меняем местами первая лицевая, изнаночная. 2 изнаночные. И еще один раппорт у нас 4-й вяжем. Также меняем петельки местами. Первая за работой, вторая перед работой. Перекрестили направо, провязали лицевая, изнаночная. И то же самое. Перекрещиваем направо, 2 петли. Вяжем лицевая, изнаночная. Еще осталось 2 изнаночные и кромочная. 4-й ряд вяжем, как смотрят петли. Таким образом, раппорт узора составил у нас 4 ряда. И, в общем-то, теперь идет повтор снова с 1-го ряда в высоту. Сейчас наша задача сделать влажную тепловую обработку образца, чтобы измерить плотность. Итак, у нас с вами влажная тепловая обработка горячим паром. Я обдаю наш образец.
И сейчас во влажном состоянии надо нам все это дело потянуть в разные стороны, вправо и влево. Еще раз. Так, а теперь оставляем сохнуть образец. Итак, вот такой у нас получился образец, который уже высох. И мы сейчас можем с вами сделать расчет плотности. Прикладываем линеечку. И смотрите, 14 сантиметров ширина образца. У нас использовалось 26 петель. Разделить на 14 сантиметров. Получается плотность 1,85. Надо записать. В 1 сантиметре 1,85 петель. Следующий момент. Вертикальная плотность. Измеряем высоту образца. Итак, это 13,5 сантиметров. Считаем ряды. Итак, я, девочки, насчитала 28 рядов. Разделить на 13,5 сантиметров. Получается плотность 2, можно сказать, округлять можно, конечно, 2,1. Давайте запишем. Будет это более правильно, если мы просто 2 напишем. В 1 сантиметре 2,1 ряда. И вот эти циферки нам сейчас очень понадобятся в расчете. Итак, воспользуемся вот такой выкройкой для расчетов. У нас с вами все детали вяжутся снизу вверх. Размеры будем использовать следующие. 42-44 размер. Ширина спинки, здесь я писала, ширина спинки 54 сантиметра. На рисунке будет использоваться 100 петель. Второй размерчик у нас будет 46-48. Ширина спинки и переда 58 сантиметров. В петельном эквиваленте это 108 петель. И для размера 50-52 мы набираем 60, это 63 сантиметра, 118 петель. Далее возвращаемся к выкройке. Смотрите, набирать будем меньшее количество петель для планки. 94, 102, 112 петель, в зависимости от размера. Наша планка очень хитро сконструирована. Она начинается с полой резинки. Такая двойная резиночка. Как ее связать, я даю вам ссылочку на мастер-класс, как ее начать. И затем вы переходите на изнаночную гладь. И высоту вяжете еще 2 сантиметра изнаночной глади. И вот только после этого в последнем изнаночном ряду планочки, равномерно прибавив 6 петель, вы переходите на узор, вязание узора. Вот. И, в общем-то, вяжем узор до выреза горловины. Глубина выреза по спинке составит 2 сантиметра. И, в общем-то, у меня получается на вырез горловины 36 петель, на второй размер 38 петель, на третий 40 петель. Все, что осталось, это петли плеч 32, 35 и 39 на третий размер. Длину изделия. Длина изделия в моем случае первый размер 58 сантиметров, второй 59, третий 60 сантиметров. Далее, пройма. Высота проймы составляет первый размер 20, второй 21, третий 22 сантиметра. Ставите здесь отметочку. Девочки, все вертикальные параметры, размеры переводите в ряды обязательно. То есть с использованием вертикальной плотности. То есть, когда я говорю, что у нас пройма начинается на высоте 34 сантиметра от
планки, это значит, что 34 сантиметра вы не сантиметрами измеряете. Надо умножить на плотность по вертикали 2 и 1. Будет 72 ряда. От планки 72 ряда. Смотрите. Вот у нас плотность по вертикали 2,1 в 1 сантиметре. Вот на нее любой вертикальный размер надо умножить и переводить в ряды. И вязать будете именно следуя вот этим рядам, а не сантиметрами. Иначе после стирки изделие вытянется и потеряет свою форму. То есть она станет намного длиннее, чем вы хотели бы. Имейте это в виду. Так, ну спинка и полочка у нас отличается лишь глубиной выреза. На каких высотах это сделать, я все описываю под видео. Описание выложено под видео. Всех, кому интересно, откуда я беру вот эти петли 100, 108, 118, на примере первого размера всегда говорю. Откуда взяла 100 петель? Смотрите, у нас с вами 54 сантиметра ширина спинки переда. И плотность по горизонтали мы определили, это 1,85 петель. 54 сантиметра ширину умножаем на 1,85. Плотность по горизонтали. Вот видите, 100. Это 100 петель и есть. Понимаете, откуда это все берется? То же самое касается и других размеров. Теперь как распределяем узоры. Первый размер 100 петель. Смотрите, 100 надо разделить на 6. Число петель в раппорте. 100 разделить на 6. 16 раппортов у нас, девочки, использоваться будет по 6 петель. 16 на 6 это 96 петель. Плюс 2 петли для симметрии. Крайне правые я покажу сейчас. Плюс 2 кромочные. Вот отсюда взялись 100 петель. Вот смотрите, крайне правые берете для симметрии. То есть начинаете 1 кромочная. То есть у вас первая петля кромочная. Затем 2 изнаночные и 16 раппортов подряд. Вяжете, замыкаете все 1 кромочной. Вот. Для второго размера то же самое расположение узоров. Вот. Но не 16 уже раппортов, а 17. Вот я нарисовал 17 раппортов. Но нам надо с вами еще добавить, значит, впереди будут 3 изнаночные, 17 раппортов подряд. Заканчиваем 1 изнаночной и кромочной. Понятно, да? 108 петель. Третий размер у нас с вами 118 петель с шириной 63 сантиметра. И это получается 19 раппортов плюс 2 изнаночные для симметрии плюс 2 кромочные. 118 получается петель. Переходим к рукавчику. Рукав. У рукавчика набираем, также планка у нас такая же, как и по спинке вяжется. Набираем 46, 48, 50 петель, зависит от размера, и вяжем планку, как по спинке и переду. В последнем изнаночном ряду доводим количество петель до 58. Затем вяжем узор. Узор вяжем с прибавлением по скосу петель. Значит, для первого размера 8, второй 10 петель, третий 12 петель. Длину рукава, девочки, обязательно под себя откорректируйте. У меня вся общая длина составила 46,5 сантиметров. Но этот размер очень индивидуальный, поэтому надо обязательно перемерить и сделать свои размеры. Как считаем далее скос? Я показываю на примере моих мерок. Вы на примере можете потом пересчитать для себя. Смотрите, у меня от планки до окончания рукава 42,5 сантиметра. Я умножаю на вертикальную плотность. 42,5 умножить на 2 и 1. Получаю
90 рядов. Всегда берется четное число. 90 рядов. И 90 рядов я должна разделить на 8. То есть сколько у нас по каждому скосу прибавок. У меня получится прибавки в каждом 11 ряду. 90 надо разделить на 10. Для второго размера в каждом 9 ряду. И 12 петель будем чередовать. Для третьего размера прибавка. Первая прибавка в 7 ряду, вторая в 8, в 7, 8 и так далее. 12 раз. И в итоге у вас должно самой широкой части рукава получиться 74, 78, 82 петли. Откуда взялись эти петли? Смотрите, вот у нас идет с вами ширина проймы 20, 21, 22. Умножаем ее, удваиваем, да, на 2. И умножаем на плотность по горизонтали 1,85. Отсюда берется вот это число 74, 78 и так далее. Понимаем, да? Так, ну, в общем-то, все я вам объяснила. Описание вязания, полная инструкция по вязанию этой модели под видео. Открываете вкладочку на перевернутый треугольничек, и у вас открывается текст. В тексте все это изложено, что я вам сейчас говорила. Так, мои хорошие, желаю вам удачи и до новых встреч!